Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания гортензий. В этом видео я вам покажу еще один способ размножения гортензии в конце зимы с помощью укоренения одеревеневших черенков. Вы сейчас видите череночки, которые я вчера срезал в своем саду. Это сорт метельчатой гортензии, который называется Skyfall. Очень интересный, красивый и декоративный сорт гортензии метельчатой. Рекомендую, у кого его нет, обязательно его посадить, либо добавить в вашу коллекцию. Не пожалеете. Очень красивый сорт гортензии. В прошлом своем видео, кто подписан на мой канал, либо кто заходил на мой канал, могли увидеть видео о выращивании, точнее о размножении гортензии метельчатой с помощью укоренения почки. Это тоже хороший способ, но более, так скажем, немножко более сложный, чем укоренение одеревеневших черенков, но дающий возможность получения большого количества саженцев при условии, что вы создадите им оптимальные условия для укоренения. Кому интересно, можете посмотреть это видео, найдете на моем канале. Ну а сегодня будем укоренять одеревеневшие черенки. Точнее, мы их подготовим к укоренению, потому что есть определенные нюансы. Итак, сейчас конец февраля. Срезал я вот такие вот череночки, 3 штучки. И сейчас я вам покажу, что я буду с ними дальше делать, как буду их готовить к укоренению. Для начала я их нарежу по 2 междоузлия. Что такое междоузлие? Это расстояние между почками. Вот смотрите, вот расстояние между почками называется междоузлие, то есть между узлами. Итак, я сейчас вот таким образом, смотрите, важно еще, чтобы, конечно, не перепутать верх и низ черенка. Но надеюсь, что вы умеете определять верх и низ. Кто не умеет, тот должен внимательно посмотреть и увидеть на черенке вот такое вот серое пятнышко. Здесь был листик летом. Соответственно, это будет низ черенка. А почка обычно смотрит вверх направленно. То есть, вот кто не знает, как определить верх или низ, сейчас я вам показываю. Смотрите, можно даже укоренять с помощью одного междоузлия, но так как у меня достаточное количество черенков, я решил не экономить и буду резать черенки на 2 междоузлия. Нижний срез, опять же для того, чтобы не перепутать случайно при постановке на укоренение, я сделаю косой. С наклоном примерно 45 градусов. На укоренение это никак не влияет. Это просто для того, чтобы не перепутать верх и низ черенка. Пока я эти черенки буду складывать в одноразовые стаканчики в вертикальном положении. Потом покажу, что я с ними дальше делаю. Таким же образом я буду нарезать остальные черенки. Вот видите, все по аналогии. Нижний срез косой, верхний прямой. Вот таким образом нарезаю череночки. Пока я буду резать черенки, вы можете подписаться на канал, можете написать какой-нибудь комментарий. В комментариях вы можете написать, какие сорта метельчатых гортензий вы выращиваете на своем садовом участке. Можете написать, какие хотите сорта посадить, какие вы считаете наиболее декоративными и красивыми. Я уверен, что это общение в комментариях будет интересно для всех. Нарезал я череночки. Кстати, часть черенков я все-таки сделал с одним междоузлиями. Посмотрю, какая будет разница в укоренении и есть ли смысл нарезать более длинные черенки. Но это, конечно, я вам покажу в своих следующих видео. Далее, конечно, так нельзя оставлять черенки, надо простимулировать их корнеобразованию. Стимулировать я буду с помощью вот такого препарата циркон, просто их буду замачивать. Сейчас покажу вам, как приготовить воду, раствор для замачивания черенков, для того, чтобы активировать их ростовые процессы.
Нам важно что? Важно, чтобы вот эти верхние почки немного набухли, ну так скажем, проснулись. Вот после того, как они набухнут и даже, может быть, чуть-чуть уже начнут раскрываться, вот в этот самый момент я буду их пересаживать в емкость для укоренения, в субстрат. Но об этом, конечно, уже в следующих видео. Итак, я приготовил леечку. Здесь 1 литр воды. Беру циркон. Циркон фасуется вот в таких пластиковых блистерах. И теперь важно с концентрацией. Концентрация для укоренения, точнее для активации укоренения черенков с помощью циркона такая. Нужно на 1 литр воды 0,25 мл циркона. Вот в этом блистере 1 мл. Значит, мне надо так постараться, буду я делать это на глаз, где-то добавить 1/4 от количества вещества в этом блистере. Аккуратно открываю. И добавляю небольшое количество. Ну и смотрю там, сколько осталось. Ну вот, осталось больше половины, поэтому я думаю, что я не ошибся с концентрацией. Если немножко ошибетесь, в этом нет ничего страшного. Циркон очень мягкий препарат, он не вызовет каких-либо негативных проявлений. Но, конечно, сильно увеличивать, превышать дозу укоренителей я вам не советую. Вообще, гортензия метельчатая достаточно легко укореняется, не нужно ее сильно стимулировать, в отличие, к примеру, от роз, либо других трудноукореняемых растений. Гортензия метельчатая, как и виноград, как и ежевика без шипа, о которой у меня очень много видео на канале, укореняется достаточно хорошо. Итак, растворил я циркон в литре воды, и теперь я наливаю в стаканчик примерно 1 сантиметр раствора циркона. Вот видите, больше не надо. Это достаточно для того, чтобы в течение нескольких дней череночки постояли в этом растворе, активировали жизненные ростовые процессы. Ну а после этого я буду их уже пересаживать в емкость для укоренения. Всем большое спасибо за просмотр.